Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Полезные советы помогут вам продлить жизнь. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Специалисты в сфере медицины поделились важной информацией о том, какими простыми способами можно продлить себе жизнь. Эти советы помогут вам оставаться здоровыми и красивыми, чтобы вы смогли как можно дольше наслаждаться своими золотыми годами. Из всех вещей, которые смогут помочь вам продлить жизнь, кардиотренировки стоят на первом месте. Аэробная активность, такая как бег, имеет решающее значение для перекачки крови и работы сердца. Недавнее исследование показало, что 1 час пробега добавляет человеку 7 часов к продолжительности жизни, а это аж до 4-5 часов в неделю. Люди от 25 лет снижают с помощью кардионагрузок риск преждевременной смерти. Конечно, люди, которые бегают каждый день, не просто так выбрали именно этот вид физических нагрузок. Физиологи говорят о том, что бег имеет свои преимущества для здоровья. Бег помогает сжигать калории, а также поддерживать нормальный уровень сахара в крови, что важно, потому что это сохранит здоровье ваших почек, глаз, нервной системы и кровеносных сосудов. Кардиотренировки также регулируют кровяное давление, увеличивают емкость легких, уменьшают стресс, борются с депрессией и увеличивают плотность костной ткани. Больше находиться на солнце, но при этом не слишком много. Любой интересующийся в вопросе долголетия может услышать о важности витамина D для нашего организма. Одно исследование даже показало, что солнце продлевает продолжительность жизни червя, но все же на 33%. Но проблема многих людей заключается в том, что витамин D мы получаем от солнца, а наша современная жизнь сфокусирована на телефонах, компьютерах и телевизорах. Мы проводим очень много времени именно дома, а не на свежем воздухе, наслаждаясь прекрасной погодой и потребляя витамин D от солнца. Однако дерматологи напоминают о том, что находиться на солнце слишком долго вредно для здоровья. Опасения по поводу рака кожи вполне обоснованы, поэтому солнцезащитный крем, как правило, хорошая идея. Сколько же тогда нужно томиться на солнце, чтобы организм насытился витамином D? Врачи утверждают, что 15-30 минут солнечных ванн – абсолютно нормальная доза. Вам не обязательно загорать, вы можете просто находиться под воздействием прямых солнечных лучей в одежде. Употребление орехов. Хотя вы можете думать, что орехи вредны для тела, потому что они являются высококалорийными, но ученые и врачи так не считают. На самом деле они играют ключевую роль в продолжении вашей жизни. Исследование, проведенное в Гарварде, показало, что люди, которые ежедневно употребляют орехи, на 20% меньше подвержены ранней смерти. В частности, были снижены показатели смертности от рака, болезней сердца и дыхательных путей. Другое исследование выявило, что грецкие орехи имеют огромную роль в обеспечении здоровья сердца из-за количества противовоспалителей, которые они содержат. Они могут также положительно влиять на работу и активность мозга. Кроме того, орехи являются отличным источником растительного белка, в котором нуждается каждый человек ежедневно. Не забывайте о здоровом полноценном питании. Только так вы сможете продлить себе жизнь. Перестаньте курить. Для вас наверняка этот пункт не является секретом. Отказ от курения – это именно то, что сделает вас более здоровым и молодым, независимо от возраста. К примеру, именно курение является ведущей причиной смерти во многих развитых странах нашего мира. Также это причина почти каждой серьезной проблемы со здоровьем, начиная с сердечных заболеваний и дыхательных путей и заканчивая раком. Не говоря уже о том, что курение заставляет вас стареть быстрее. Оно способно добавлять морщины. Кроме того, курение буквально наносит ущерб вашему генетическому коду, а также кровеносным сосудам и многим органам. И хотя многие отказываются в наше время от сигарет, привыкая к вейпам, электронным сигаретам, многие ученые и врачи не видят особой разницы между этими двумя привычками. Они все еще рекомендуют отказаться от такой плохой привычки, как курение или вейпинг. Пейте алкоголь в умеренных количествах. Употребление алкоголя повышает риск возникновения многих заболеваний, а значит и смерти. Однако умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, может действительно помочь вам прожить дольше. Одно исследование показало, что у тех, кто пил алкоголь в малых количествах, не более 1 стакана в день для женщин и 2 для мужчин, снизился риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Но из-за чего так произошло?
Красное вино содержит небольшое количество антиоксиданта ресвератрола. Он в целом полезен для нашего здоровья, так как он защищает нас от сердечных заболеваний и уменьшает риск различных воспалений. Вино может также улучшить уровень липидов в крови и снизить риск деменции. Поддавайтесь стрессу меньше. Влияние стресса на общее состояние здоровья огромно. Поэтому победа над стрессом – это один из способов снизить риск многих смертельных заболеваний. Исследование, проведенное в Калифорнийском университете, показало, что у женщин, которые постоянно поддаются стрессу, был значительно занижен уровень белка клота – гормона, регулирующего процесс старения. Другое исследование показало, что стресс повышает риск сердечно-сосудистого приступа и инсульта. Кроме того, он приводит к химическим изменениям в организме, которые вызывают увеличение вредных частиц, называемых свободными радикалами, которые могут вызвать повреждение органов, а также повысить кровяное давление, привести к эмоциональным изменениям и повреждению генов. Все это может привести к мутациям в генах, которые повышают вероятность возникновения рака или псориаза. Снижение тревожности и стресса также может помочь вам улучшить качество сна, межличностные отношения, уменьшить злоупотребление алкоголем, а также снизить уровень гормонов стресса. Ешьте больше фруктов и овощей. Все ученые и врачи в один голос утверждают, что если вы хотите жить дольше, ешьте больше фруктов и овощей. Недавнее исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона, показало, что те, кто съедал 10 порций фруктов и овощей в день, были наименее подвержены риску различных заболеваний. По оценкам авторов исследования, 7,8 миллионов смертей во всем мире можно было бы предотвратить, если бы эти люди ели много фруктов и овощей. Именно поэтому считается, что их обязательно нужно включать в свой ежедневный рацион, чтобы продлить жизнь. Витамины, минералы и, самое главное, клетчатка помогают контролировать сытость. Поэтому после употребления фруктов и овощей вам вряд ли захочется есть животную пищу или переедать. Кроме того, клетчатка положительно влияет на работу кишечника, который позволяет поддерживать в норме обмен веществ. Врачи утверждают, что диеты с высоким содержанием клетчатки способствуют снижению уровня холестерина и снижению риска сердечных заболеваний, а также некоторых видов рака, таких как рак толстой кишки. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.